Всех приветствую на канале. И, как я и обещала, сегодня мы начинаем с вами выводить безглютеновую закваску. Я буду это делать на рисовой муке. У меня вот такая гарниц. Вы можете брать любую, какая у вас есть мука. Хочу также предупредить вас, как я всегда предупреждаю, о том, что влагоемкость муки может быть разная и зависит от той влажности воздуха, которая у вас в квартире. Поэтому у вас может уходить больше или меньше воды, либо муки. Поэтому обязательно следите за консистенцией. Итак, у нас день первый. Мы с вами смешиваем определенное количество воды и муки. Вы можете взять по 30 грамм муки и воды. Я в данном случае беру по 40 грамм муки и воды. Итак, первый день закваски. Для того, чтобы начать ее выводить, нам нужна баночка. Любая. У меня вот эта 800 граммовая. Можете взять 400 граммовую. На первых порах такой банки будет достаточно. Нам нужна мука. Я уже здесь отмерила 40 грамм рисовой муки, как я показывала, вот такой. Можно взять любую, абсолютно другую. И вода. Воду беру из-под крана. Ни в коем случае нельзя брать кипяченую воду, поскольку это мертвая вода, и она нам не подходит. Если у вас в кране вода плохая, желтая, техническая, то, значит, берите бутилированную воду из магазина, но главное, чтобы она была не кипяченая. Все эти два ингредиента, очень простых, вода и мука, мы объединяем в банке и перемешиваем. Я очень люблю использовать для перемешивания силиконовую лопатку, потому что ей легко собрать все со стенок и со всех, и со дна. Рисовая мука будет впитывать в себя воду немножко по-другому, не так, как пшеничная, как вам привычно. Образуется вот такая каша. Естественно, что она не будет тянуться, она не будет у вас капать, поскольку здесь нет глютена, нет в ней вот этой тягучести, свойственной пшеничной муке. Я перемешиваю, и вот это вот подобие каши я оставляю вот здесь стоять на столе. Сейчас она у меня получилась густовата, но тем не менее я ее оставлю в таком виде. Вот выровняю хорошенечко по одному уровню. Соберу все с банки. Вот видите, вот так это все получается. Дальше я одену резинку канцелярскую, чтобы понимать уровень. Либо это можно сделать фломастером, нарисовать. Но чтобы не путаться потом и не стирать 10 раз, я одеваю вот так резинку, примерно по уровню закваски, как она у меня есть, чтобы потом наблюдать ее разрыхленность или неразрыхленность. Насколько она у нас поднялась, разрыхлилась и так далее. Еще очень важно, банку желательно брать с прямыми стенками, то есть не дутую вот такую, потому что в дутой банке очень сложно отследить, насколько закваска поднимается вверх. Желательно брать вот такую с прямыми боками, чтобы можно было понимать, насколько равномерно она поднимается у нас вверх. Дальше банку необходимо прикрыть. Я пользуюсь в обиходе, в кухонном, вот такими целлюлозными полотенцами. Они у меня вместо тряпок. Очень удобно. Попользовался и выбросил. Я накрываю вот так двойным. Опять же накидываю резиночку и оставляю на столе. Желательно во время выведения закваски не закрывать ее полностью, потому что она должна улавливать воздух с вашей кухни. В нее должны попадать полезные микроорганизмы и дикие дрожжи. То есть то, что вы работаете, например, с какими-то фруктами, овощами, зеленью, салатом, эти все бактерии с этих салатов, с фруктов будут попадать сюда. И таким образом закваска наша будет расти и здороветь. Итак, закваска рисовая, день второй. Что с ней произошло? Пока ничего серьезного с ней не произошло. И это все нормально, так и должно быть. Мы с вами никуда не торопимся, не нервничаем. Сегодня мы будем делать ее чуть-чуть пожиже. Я открываю. Обязательно нужно ее понюхать. Моя закваска вкусно пахнет. Вот прям рисом пахнет таким свежим. Не должно быть никакой плесени, ничего плохого. Как мы сегодня ее кормим? Второй день. У меня здесь 35 грамм воды и 30 грамм муки.
немножечко взяла побольше воды. Если вы делаете не по весам, а по ложкам, значит берите на пол ложки больше воды, чем муки. Сначала, как и всегда, как и с пшеничной мукой, я с закваской и мукой, я размешиваю закваску с водой для того, чтобы хорошенечко размешать все со дна. Ничего у меня не осталось, она была жидкая, потому что когда вы всыпете муку, потом уже сложно будет размешать. Поэтому сначала мешаем воду с закваской. Все, закваска размешана, вот такая она у меня жидкая и однородная. Никаких комков, ничего не получается. Все достаточно однородно, просто с одной лопаткой. И теперь сюда я высыпаю муку и также начинаю тщательно перемешивать. Сейчас посмотрите, какая консистенция получится. Если вы вдруг делаете без весов, у вас нет, то обращайте внимание на консистенцию. Так, сейчас. Итак, что у нас получилось? Вы знаете, вот она сейчас у меня похожа как на влажный творог. Вот когда бывает творог сухой такой, вот как влажный. То есть она, естественно, не капает, но она очень мягкая. Вот такая вот закваска, видите? Хорошо сходит с лопатки. Сейчас я опять все выравниваю. Буду ставить резиночку и накрывать. Принесла посмотреть, вам показать, вернее. У меня вот такая температура здесь и влажность 11%. Все выровняла, накрыла, оставляем на сутки. Сегодня уже должен пойти процесс брожения. Поэтому завтра мы с вами встретимся, опять все покормим, посмотрим, что происходит. Обязательно вот одеваю резиночку, чтобы увидеть, насколько она уже сегодня должна будет увеличиться. У нас третий день закваски рисовой нашей. Смотрите, она очень хорошо сегодня поднялась. Вот. И даже, мне кажется, уже начала опускаться. Прошли очередные сутки. И сегодня мы ее кормим опять по 30 грамм муки и 30 грамм воды. Пока ничего не отделяем. Так, давайте посмотрим. Обязательно понюхать, посмотреть, чтобы на ней не было никакой плесени сверху, не было отщелкнутой воды. В случае, если это у вас получилось таким образом, напишите мне сообщение под этим видео, либо в чате. Так как с нашей закваской все хорошо, она может сейчас начать неприятно пахнуть. Пусть нас с вами не должен смущать этот запах. Это естественный процесс. Может быть запах уксуса, спирта. Может быть немножко такой гнилостный, он потом пройдет. Итак, сначала наливаю воды. Напоминаю, что следите за консистенцией. Должна быть консистенция такого влажного творога, жирного. Не стекающая каша, а именно густая, но мягкая. Не комком она у вас должна стоять, не комом, не как глина, из которой кирпичи делают, а именно такая мягкая творожная масса. Размешиваем, чтобы не было комочков со всех уголков. Видите, вот здесь вот еще осталась закваска, ее надо из уголочков вымесить. Завтра у нас будет 4-й день, мы будем ее делить, отделять, поэтому приготовьте чистую баночку. Зачем отделять, я завтра расскажу. Вот, и замешиваю закваску. Смотрим консистенцию. Вот опять вот такая вот каша. Видите, не стекает ничего. Должно держаться, но она мокренькая. Опять выравниваю все по стенкам. Ставлю резиночку. Накрываю крышкой и оставляю на столе при той же температуре. Вечером обязательно перед сном мы вернемся и посмотрим на нее, что с ней происходит. Итак, друзья, у нас сегодня 4-й день кормления рисовой закваски. Хочу показать вам ее и сказать пару слов. Вот так закваска выглядит через сутки после 3-го кормления. Хочу обратить ваше внимание, в чем особенность безглютенового хлеба и безглютеновой закваски. Особенность их в том, что белок глютен, который есть в пшеничной муке, он не содержится вот в этой безглютеновой муке. Как раз глютен
отвечает за то, чтобы держать каркас нашего хлеба, то есть мякиш. Он в результате обработки закваской становится эластичным, расправляется волокна глютена. И таким образом в хлебе, в мякише хлеба возможны большие поры надувать и, соответственно, держать их после выпечки. В глютеновом хлебе, в безглютеновом хлебе, в рисовом, гречневом, нутовом у вас никогда не будет вот таких больших дырок и пор. Это хлеб мелкопористый, так же как и ржаной. В ржаной муке минимальное соотношение, минимальное содержание глютена. Там больше клейковины, поэтому ржаной хлеб всегда получается мелкопористый, если вы не добавляете в него пшеничную муку. Поэтому и закваска наша получается вот такая мелкопористая, и она никогда у вас не увеличится в 3 раза. То есть она увеличивается немножко, вот смотрите, ну, примерно в 2 раза. И все, потому что ей возможно, нечем держать вот эту структуру больших пор, которые могут быть при том, когда вы вводите пшеничную закваску. Поэтому не ждите от безглютеновой закваски, в частности от рисовой, которую мы сейчас с вами выводим интерактивно вот на этом марафоне, слишком сильного увеличения. Вот такое состояние закваски, это вполне хорошее. Как всегда, мы ее открываем, нюхаем. Вот начала уже кислотой пахнуть. Что мы делаем? Не забывайте, что закваску мы нашу не закрываем плотно крышкой. Это должна быть либо вот такая целлюлозная салфетка, либо бумажная, на которую вот так вот резиночкой можно натягивать. Иначе вот эти все газы у вас там будут скапливаться, и закваска должна дышать в процессе того, как мы ее выводим. Что мы сейчас с вами делаем? На 4-й день мы с вами должны отделить часть закваски. Я возьму из этого объема 50 грамм и покормлю ее по 40 грамм воды и рисовой муки. Опять до консистенции густой каши. Вот видите, она у меня не течет, вот так держится. Еще такой момент, что помните, что ваша закваска не должна стоять на солнце, на прямых солнечных лучах и на сквозняке. Вы можете ставить ее в микроволновку, например, приоткрытую немножко. Можете в духовку немножко приоткрытую, чтобы был доступ свежего воздуха, но сквозняка не должно быть. Если так случилось, что вы, например, куда-то уехали, отлучились или оставили, забыли закваску на солнечном месте, вдруг на ней образовалась сверху корочка жесткая, ничего страшного, просто сначала, как и всегда, долейте водички при кормлении, а потом уже всыпайте муку. Если нам нужно сейчас, вот она уже начала даже шуршать немножко, если сейчас вот как раз отсюда нужно удалить часть закваски, значит, я просто верхнюю часть, вот у меня тоже немножечко подсохла она, я верхнюю часть удаляю. И когда беру закваску, стараюсь взять из центра, не из верхней части, потому что сверху все-таки могут быть всякие болезнетворные бактерии попадать. А вот внутри идет вот этот процесс. Вот это вот я сейчас выброшу. Ставлю на весы новую емкость или новую баночку, в которой дальше будет жить моя закваска. Обнуляю. Кладу сюда 50 грамм закваски. Вот такая у нее структура. Видите, поры какие. Здесь даже 64 получилось. Внутри она будет немножечко жиже у вас, чем вот на поверхности, потому что на поверхности она подсыхает. А все процессы жизнедеятельности идут во влажной среде. Поэтому и больше активных микроорганизмов находится именно внизу закваски, где она более влажная. Итак, мы отмерили. Сейчас сначала выливаем водичку. Я уже воду и муку отмерила. Воду размешиваю до жидкого состояния, чтобы провести дегазацию. И затем буду всыпать муку. Вот такая кашица у меня получилась. Не кашица, вернее, жидкая такая. Жидкая каша. Суспензия, можно сказать. Сейчас сюда отправляю муку.
и буду размешивать. Что мы делаем с остатками вот этой закваски? Мы ее сейчас выбрасываем, поскольку она у нас еще не спелая. Хотя бы неделю нужно кормить в таком режиме. Даже если у вас нет неприятного запаха, она хорошо пахнет, хорошо выглядит. Все равно минимум неделю нужно кормить закваску в таком режиме, прежде чем мы начнем печь на ней хлеб. Это для того, чтобы накопить полезные молочно-кислые бактерии. И чтобы закваска стала сильной. Как говорят многие в рецептах. Так, размешиваем. Через неделю, то есть нам осталось 4 дня, через 4 дня мы испечем с вами первый хлеб. Это может быть гречневый, рисовый хлеб, может быть на смеси муки. Обязательно нужно будет приготовить псилиум. Можете сейчас пока заказать его. Итак, мы выбрасываем часть закваски, потому что она не сильная у нас. И на ней у нас пока не получится хлеб. Зачем же мы отделяем часть закваски, а часть убираем? Дело в том, что для того, чтобы не происходило процесса закисания, нам нужно в объем закваски добавлять примерно такой же объем муки и воды. То есть, если у вас вот здесь в банке накопилось уже 200 грамм закваски после 3 кормлений приблизительно, то значит вы должны насыпать теперь сюда 100 грамм муки и 100 грамм воды. У вас завтра получится 400 грамм закваски. Вы должны будете насыпать 200 грамм муки и 200 грамм воды, чтобы предотвратить закисание и держать баланс питательных веществ. Таким образом, к концу кормления через 7 дней, а если вам понадобится кормить 10 дней, например, закваску, то у вас вот в этой банке накопится огромный объем, ну, может быть, 1,5–2 килограмма закваски. Вы истратите много муки лишней, и то есть закваска, которая вам не нужна в таком объеме. Поэтому часть мы сразу удаляем для того, чтобы снизить объем требуемой муки для кормления нашей закваски. Сейчас я домешаю ее до конца, покажу опять консистенцию. Опять мы накрываем той же салфеткой. Вот такая консистенция. Держит форму на лопатке. Как творожный сыр, мягкий творог. Выравниваю края. Уже появился кисловатый запах творога. Он пока не очень такой, знаете, приятный. Поэтому мы продолжаем кормить. Ну и потому что времени еще мало. Минимум кормим 7 дней. Сегодня у нас 5-й день нашей закваски рисовой. И посмотрим, как она выглядит. Я вчера забыла одеть резиночку, но ничего страшного. Видно, что она, ну, приблизительно в 2 раза увеличилась. Больше она не увеличивается, как я и говорила. Потому что об этом я вчера рассказывала. У нее нет структуры. Нечем держать вот этот каркас. Но она разрыхленная. Сейчас понюхаю ее. Пахнет хорошо, приятно рисом. Немножечко такая, знаете, шипит она. И сверху такая небольшая корочка есть. Я уже приготовила здесь, отмерила 40 грамм риса и 40 миллилитров, 40 грамм воды. Сегодня у меня другая рисовая мука. Посмотрим, как на ней будет вести. Вот такая вот кудесница. Там у меня кончилась. Посмотрим, что с этой. Значит, сначала, опять же, мы будем делить. То есть из этого объема мы возьмем 50 грамм. Возвращаю вот эту банку. Помыла ее. 50 грамм. Значит, смотрите, у меня было так, что вчера к вечеру она уже поднялась. То есть она поднялась до такого состояния уже вчера вечером. Поэтому, если у меня будет такой же эффект уже сегодня вечером, то сегодня у нас 5-й день, то завтра я не буду делить, а просто ее покормлю, чтобы у меня был большой объем.
оставлю опять отдыхать и буду уже заводить на ней тесто. Если у вас закваска уже быстро разрыхливается, поднимается и пахнет хорошо, снизьте температуру до 20-22 градусов, чтобы она больше ферментировалась, а не закисала у нас. И после того, как я хорошенечко ее размешала, досыпаю муку. Хорошо размешиваю опять. Закваску надо интенсивно размешивать, чтобы она обогатилась кислородом и чтобы из нее вышел весь газ. Опять такая же консистенция каши, но не жидкой. Все выравниваю, накрываю крышечкой. И завтра мы увидимся и решим, что с ней дальше делать. Если у вас с закваской происходит что-то не так, как у меня, обязательно об этом пишите, сообщайте, говорите. В своем телеграм-канале я абсолютно бесплатно консультируем и корректируем действия, чтобы получилась закваска. Поэтому заходите, если вы не в телеграме меня смотрите. И все у вас обязательно получится. Опять набрасываю, закрываю. Здесь одену резиночку тоже, чтобы знать, насколько она у меня поднимается. Если она себя также будет вести и завтра, то мы ее делить уже не будем, покормим, потому что здесь у нас сейчас около 100 грамм закваски, чуть больше. Нам где-то 100 нужно забрать для выпекания, поэтому нужно, чтобы было чуть побольше объем. Все оставляем на столе, не на солнце, не на сквозняке. 7-й день нашей закваски рисовой. Я уже резиночку убрала, потому что я вчера из этой закваски брала для выпечки блинов. Она у меня уже хорошо поднимается, пахнет. Сейчас понюхаем, как. Вот, видите, рыхлая там такая. Пахнет тоже вкусно, никаких плохих запахов я не ощущаю. Значит, сегодня мы ее опять кормим по 30-40 грамм воды и муки, так как вы кормите. Вот сначала водичку размешиваю. Если у вас никаких плохих запахов не наблюдается, все хорошо с вашей закваской, она поднимается, но не сильно, не больше, чем 2 раза закваска рисовая поднимется. Я уже рассказывала об этом, потому что у нее нет глютена и сохранить структуру она не может. Поэтому не ожидайте большого подъема, но разрыхление должно быть. Тогда после вот этого кормления дайте ей подняться. И убирайте в холодильник на дальнейшее хранение. Мы с вами на следующей неделе будем печь безглютеновый хлеб. Будет рецепт. Поэтому пока просто сохраняйте. У всех, когда получится закваска, ну, я выложу на следующей неделе уже рецептик из рисовой муки со смесью. Вы обязательно пишите, какая стадия у вас, что происходит с вашей закваской, чтобы я понимала, что она у всех получается или у кого-то не получается. Опять накрываю салфеткой, оставляю на столе на несколько часов, чтобы она поднялась, и потом буду убирать в холодильник.